Существуют ли они вообще? Странные люди, замеченные в общественных местах. Пугающий человек. Мужчина работал на своем поле в Калгари, Канада, когда из ниоткуда внезапно появилась странная фигура. У незнакомца были необычайно тонкие руки, которые нелепо свисали по бокам. Он носил длинную спутанную бороду, но именно его лицо вызвало мгновенную тревогу. Странные обесцвеченные участки кожи покрывали его щеки и лоб. Казалось, будто синтетическая маска разлагается или отслаивается от тканей под ней. Скептики, посмотревшие эти кадры, утверждают, что это был всего лишь бродяга в состоянии тяжелого психического криза, возможно, страдающий от запущенного дерматологического заболевания и бормочущий что-то бессвязное. Но для тех, кто знаком со сверхъестественными явлениями, он мог быть существом из другого мира, чья человеческая маскировка медленно разрушалась, или чем-то еще более зловещим, просочившимся сквозь трещины нашей реальности. Жена-ящерица. Муж снимает свою жену для обычного поста в социальных сетях. Освещение обычное, обстановка непринужденная. Вдруг мимо ее лица пролетает комнатная муха. То, что происходит дальше, занимает меньше 0,1 доли секунды. Ее рука резко выбрасывается вперед и ловит муху прямо на лету. Этот рефлекс настолько быстрый и точный, что напоминает движение лягушки или хамелеона. И что самое пугающее, она никак не реагирует. Просто продолжает говорить, как ни в чем не бывало. Среднее время реакции человека на зрительный раздражитель составляет около 250 миллисекунд. Чтобы поймать муху в полете, ваша нервная система должна сработать быстрее, чем за 100 миллисекунд. Это выходит за рамки возможностей человеческих сухожилий и мышц. Зрители разделились во мнениях. Одни назвали это потрясающей координацией, другие клялись, что видят существо в человеческой коже, которое на мгновение забыло, как нужно себя вести. Потрясающие рефлексы или инстинкты рептилии. Напишите в комментариях ниже, во что верите вы. Склад освангов. Двое самопровозглашенных охотников на освангов ведут съемку внутри заброшенного склада. Дрожащая камера, тусклый свет, звук трещит от напряжения. В тени скорчилась гуманоидная фигура с длинными спутанными седыми волосами. Рядом с ней два человека, которые выглядят так, будто их удерживают против воли. Существо передвижается на четвереньках, скованной дерганой походкой, не похожей ни на животное, ни на человека. Одна из охотниц поднимает руки и начинает нечто похожее на ритуал изгнания бесов. Противостояние неподдельное, страх в их голосах настоящий. Некоторые зрители посчитали это мистификацией, другие указали на реальное неврологическое заболевание – X-сцепленную дистонию паркинсонизм, эндемичную для Филиппин, которая вызывает сильные мышечные судороги. Как бы то ни было, развидеть эти кадры уже невозможно. Оборотень. Жуткое видео с камеры наблюдения повергло всех в шок. Странный мужчина приходит на медицинский осмотр в клинику в Оклахоме, США. Он садится напротив врача и кладет руки на стол. Внезапно происходит нечто таинственное. Из его голых костяшек пальцев резко выдвигаются острые металлические лезвия, точь-в-точь, как когти росомахи. Врач заметно напугана и отпрянула в полном шоке. Но мужчина остается совершенно спокойным в своем кресле. Эта ужасающая анатомическая деформация и была причиной, по которой он записался на прием, и он даже вежливо извинился за то, что напугал ее. Многие зрители называют это сложной мистификацией, утверждая, что это выдвижной бутафорский элемент, спрятанный в протезе руки, или умелый монтаж с использованием компьютерной графики. Однако сторонники теорий указывают на неподдельный, несыгранный ужас врача и на то, как лезвия, кажется, плавно пронзают кожу. Могло ли это быть странной, беспрецедентной генетической мутацией? Или это свидетельство существования биотехнологического существа, которому не удалось скрыть свою истинную природу у всех на виду? Дама в красном платье. Индийский водитель автобуса завершал свой последний ночной рейс. Автобус был пуст, за исключением одной пассажирки. Женщина в красном платье молча сидела в самом концу салона. Он окликнул ее, но ответа не последовало. Тогда из любопытства он подошел к ней и попросил повернуться лицом. От того, что произошло дальше, у него по коже побежали мурашки. Когда она, наконец, повернулась к нему, лица у нее не оказалось. Там, где должны были быть черты лица, была лишь темнота. Он остановил автобус, выбежал на улицу и вызвал полицию. Когда полиция приехала, женщина уже исчезла.
А вот часть для наших дорогих читателей. На первый взгляд, женщина на этом снимке Google Earth Street View выглядит как обычная туристка, посещающая Великий Чичен-Ицу, древний город майя на юге центральной части Юкатана в Мексике. Однако, если посмотреть на изображение ниже колен, вы заметите нечто весьма необычное. Ноги женщины согнуты под неестественным углом, как будто их вывернуло коленями назад. Этот снимок, ставший вирусным в 2013 году, заставил многих людей строить догадки о происходящем. Некоторые верят, что это пришелец. Другие предполагают, что это мог быть сатир, существо из греческой мифологии, которое часто изображают получеловеком, полукозлом с ногами и ушами лошади или козла. Как вы думаете, что это? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. Ведьма в лесу. Во многих азиатских культурах существует легенда о ведьме, живущей в глуши леса, которая способна поворачивать голову на полные 360 градусов и превращать любого, кто ее увидит, в такую же ведьму. Большинство людей считает это фольклором, но затем один исследователь-любитель выложил это видео. Он с другом пробирался сквозь густые заросли деревьев, когда они заметили женщину в белом, которая стояла совершенно неподвижно. Она не обратила на них никакого внимания, она не двигалась. Он начал снимать, предположив, что это просто еще один турист. Внезапно она закричала. «А!» Пронзительный, леденящий душу вопль эхом разнесся по лесу. Оба мужчины бросились бежать, но на последних секундах записи ее голова поворачивается почти полностью назад, следя за ними. Человеческая шея физически не может повернуться более чем примерно на 180 градусов без разрыва спинного мозга. То, что он запечатлел на камеру, биологически невозможно. Инопланетная программа разоблачена. В 1964 году на авиабазе в Огайо якобы было ведено засекреченное интервью с нечеловеческим существом. Запись длилась более 30 минут, и одна фраза из нее не дает покоя исследователям уже десятилетия. Существо сказало: «Я с Земли, из вашего будущего». Это не была типичная история об инопланетянах. Это был не пришелец с далекой планеты. Это было утверждение, что экипажи НЛО на самом деле являются потомками людей, путешествующими назад во времени. Некоторые исследователи утверждают, что эта теория более вероятна, чем альтернативная, о том, что существа на планете, находящиеся на расстоянии около 4800 триллионов километров, случайно эволюционировали так, что стали выглядеть в точности как мы. Кадры скрывали десятилетиями, прежде чем они утекли в сеть. Эксперты, изучившие оригинальные аудио и видеоматериалы, предположили, что некоторые фрагменты могли быть смонтированы, но вопрос, который они поднимают, слишком тревожен, чтобы его игнорировать. Что если визитеры вовсе не инопланетяне? Что если они — это мы? Женщина с черными глазами. Мужчина снимал себя, идя по тихой жилой улице. Затем он заметил впереди женщину, неподвижно стоящую на тротуаре. Подойдя ближе, он понял, что что-то глубоко не так. Ее глаза были абсолютно черными. Ни белков, ни зрачков. Просто две пустоты на лице. Она не сдвинулась с места, но ее голова медленно, намеренно поворачивалась, выслеживая его, пока он проходил мимо. Ее взгляд впился в его глаза и не отпускал. Некоторые зрители предположили, что это слишком зашедший далеко хэллоуинский костюм. Контактные линзы с черной склерой реальны и доступны в продаже. Но то, как она двигалась, абсолютная неподвижность ее тела в сочетании с хищным фокусом глаз убедили большинство зрителей в том, что они наблюдают нечто совершенно иное. Истории о детях с черными глазами десятилетиями циркулируют в сообществах любителей паранормальных явлений. Возможно, это первые широко распространившиеся кадры взрослой версии того же существа. Из какого места вы смотрите это видео? Есть ли там, где вы живете, какие-нибудь пугающие легенды об этих существах? Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. Инопланетяне идут за покупками. Около 23:30 ночи на холмах недалеко от Тромсё, Норвегия, мужчина зафиксировал две необычайно высокие фигуры, идущие мимо его автомобиля. Обе были ростом более 1,95 метра. Они были одеты в женскую одежду, а сопровождала их третья фигура — человеческая женщина, которая, судя по всему, вела их. Обе высокие фигуры выглядели совершенно одинаково. В руках у них были пакеты с покупками. Похоже, это была обычная прогулка.
Очевидец был убежден, что только что заснял двух инопланетных гостей, которых сопровождают в человеческом обществе. Местные скептики отметили, что в Тромсё уже около 15 лет работает давнее тематическое заведение под названием Alien Shop. Появление странных фигур или костюмированных промоутеров в этом районе — не редкость. Тем не менее, рост этих фигур и неестественная симметрия их движений заставили свидетеля поверить, что он увидел нечто действительно потустороннее. Сбой изменения формы на премии SAG Awards 2022. В марте 2022 года, во время вручения премии гильдии киноактеров США SAG Awards, актриса Селена Гомес шла по красной дорожке и споткнулась. Двое мужчин бросились к ней, чтобы помочь подняться. В этот момент сторонники конспирологии обратили внимание на ее лодыжку, которая, казалось, согнулась под углом, несовместимым с человеческой анатомией. Ее тело словно на мгновение дало сбой, а затем вернулось в норму. Она тут же сняла туфли на высоком каблуке и поднялась за наградой босиком. Общепринятое объяснение простое. Она сломала каблук или подвернула лодыжку и выбрала комфорт вместо моды. Но конспирологи настаивают, что стали свидетелями кратковременного сбоя смены облика знаменитости под воздействием падения. При замедлении до половинной скорости лодыжка деформируется так, что это трудно объяснить законами обычной физики. Был ли это сбой камеры или что-то более странное, ролик продолжает распространяться и годы спустя. Подозрительный ведущий новостей. 4 апреля 2025 года ведущий новостей во время прямого эфира начал демонстрировать физические черты, не соответствующие нормальной человеческой внешности. На протяжении всего сюжета структура лица менялась, принимая то мужские, то женские черты. Шея вздувалась и пульсировала так, как это никак не связано с речью. Голова ведущего двигалась мелкими дерганными движениями, что нарушало естественный ритм чтения текста в эфире. Затем трансляция внезапно прервалась. Сторонники теории заговора тут же ухватились за эти кадры как за доказательство того, что нечеловеческое существо с трудом пыталось сохранить свою маскировку в прямом эфире. Официальные аналитики возразили более приземленными объяснениями. Артефакты сжатия видео, возможная проблема с щитовидной железой или студийное освещение, искажающее тени. Но то, что трансляция завершилась именно в момент самого сильного искажения, как раз то совпадение, в которое целевая аудитория подобного контента не верит. НЛО и пришельцы на Филиппинах. Кадры были сняты 23 января 2022 года в жилом районе на Филиппинах. Местные жители заметили низколетящий объект, парящий в небе, и начали запись. В мгновение ока на земле рядом с очевидцами появилась маленькая фигура. Она соответствовала классическому описанию серого пришельца. Низкий рост, худощавое телосложение, узкие черные глаза и непропорционально большая голова. Мужчина медленно приблизился к фигуре, словно какая-то сила тащила его вперед против воли. После нескольких минут странного взаимодействия маленькая фигурка исчезла. На видео объект в небе выглядит на удивление аутентично. Он стабилен, светится и ведет себя как управляемый аппарат, а не как воздушный шар или дрон. Однако именно пришелец на Земле вызывает споры. Его движения слишком плавные, кинематографичные. Свидетели настаивают, что это было по-настоящему, но мнения зрителей расходятся. Телевизионная трансформация на Fox News 9. 3 ноября 2010 года прямой эфир новостей на канале Fox News 9 принял оборот, который с тех пор пересматривали миллионы раз. На протяжении всего репортажа кожа ведущей, казалось, скручивалась и деформировалась. Черты ее лица будто на мгновение смещались в сторону, а затем возвращались на место. Искажение длилось всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы привлечь внимание исследователей рептилоидов по всему миру. Через несколько минут трансляция неожиданно прервалась. Техническое объяснение довольно простое. Цифровое видео передает только изменения между кадрами, а не полное изображение каждый раз. Если пакет данных теряется или повреждается, проигрыватель угадывает, что должно там находиться, из-за чего кожа кажется растянутой или смещенной. Это называется ошибкой межкадрового сжатия. Официальный вердикт — обычный сбой. Но для аудитории, которая смотрит подобные кадры, никакое техническое объяснение никогда не будет убедительным. Образ ее лица, деформирующегося в реальном времени, слишком врезается в память, чтобы от него просто отмахнуться. Ошибка цифрового сжатия или рептилоид, меняющий облик. Напишите, что видите вы.
Ритуал в небе. Иностранный турист, посетивший глухую деревню в Африке, заснял кадры, споры вокруг которых не утихают годами. По его словам, жители деревни собрались в сумерках и начали хором петь заклинания. Пение становилось все громче и ритмичнее. Затем один из участников начал медленно подниматься над землей. Он взлетал все выше и выше, пока не завис в нескольких метрах над землей. Затем он начал двигаться, плавно и размеренно, изгибаясь и переворачиваясь, словно танцор в невесомости. Оператор едва мог ровно держать телефон. Слышно, как он неверующе шепчет за кадром. Не было видно ни тросов, ни ремней, ни платформ. Некоторые зрители были уверены, что использовались скрытые провода. Другие настаивали, что никакие крепления не смогли бы обеспечить столь плавные движения. Они поверили в то же, во что и оператор. Это древняя магия, тайно практикующаяся в деревнях вдали от современных глаз, которую наконец-то удалось заснять на смартфон. Странные глаза в прямом эфире. 6 ноября 2017 года пользователь по имени Джон Мусли выложил кадры, снятые прямо с экрана телевизора. В ролике ведущая новостей рассказывала о потерях в Афганистане. Когда она опускала глаза, чтобы прочитать текст, и снова поднимала их на камеру, зрители заметили кое-что тревожное. Ее глаза словно перекручивались и на мгновение открывались в другую сторону. Некоторые утверждали, что видели, как на долю секунды мелькнула вторая пара глаз, после чего снова скрылась. Видео вызвало бурные дискуссии в сети. Была ли это скрытая правда, случайно попавшая в объектив, или это цифровой сбой из-за сжатия оригинального сигнала при съемке с экрана? А может, особенности движения ее век в сочетании со студийным освещением создали оптическую иллюзию? Пугающий человек в автобусе Сан-Франциско. Снимок, как сообщается, был сделан поздно ночью в общественном автобусе где-то в Сан-Франциско. Фотограф так и не раскрыл свою личность, и, пожалуй, это мудро, ведь объект на снимке выглядит по-настоящему ужасающе. Мужчина сидит один на сиденье, его живот неестественно раздут, его глаза налиты кровью до такой степени, что кажутся сплошь красными. Его зубы пожелтели, и он заметно скрежещет ими, будто пережевывая пустоту. Выражение его лица колеблется между яростью и абсолютной пустотой. Зрители сравнили его с Борисом Животным из фильма «Люди в черном». Другие предположили, что у него тяжелое физическое состояние, возможно, наркотический транс. Кое-кто поверил, что это некое существо в человеческой оболочке, которое работает со сбоями. Изображение стало вирусным, превратилось в мем, а затем во что-то более зловещее, когда люди начали задумываться, не скрывает ли этот мем страшную правду. Настоящее это фото или цифровой монтаж, оно вызывает мгновенный, первобытный дискомфорт у каждого, кто его видит. Перевозка НЛО возле Бостона. В 2022 году водитель на загородной дороге по направлению к Бостону заметил впереди необычный конвой. Огромный грузовик-платформа медленно двигался по дороге в сопровождении вооруженных автомобилей Федеральной службы безопасности. На платформе лежал накрытый брезентом огромный объект в форме колокола. Его форма безошибочно напоминала исторические описания НЛО, в частности, Кексбургский желудь 1965 года. Дорогу перекрывали на несколько часов до и после прохождения конвоя. Водитель держался на расстоянии и снимал все, что мог. Кадры демонстрируют уровень охраны, который никак не вяжется с перевозкой обычного груза. Никаких корпоративных логотипов, никакой коммерческой маркировки, только темные автомобили, серьезные люди и накрытый объект, слишком большой, чтобы его можно было легко объяснить. Официальные источники хранили молчание. Некоторые предполагали, что это был кинодекорационный реквизит, который перевозили между студиями. Другие говорили, что это экспериментальная военная техника. Но время, секретность и форма груза подтолкнули многих зрителей к другому выводу. Правительство что-то нашло и перевозило это в место, где груз можно надежно спрятать. Реквизит для фильма или уцелевший НЛО? Оставляйте свои лучшие теории в комментариях. Безголовые медсестры. Мужчине пришлось провести одну ночь в больнице на лечении. Поздно ночью он услышал смех, доносившийся из коридора за дверью его палаты. Тихий, непринужденный смех. Подобные разговоры медсестры обычно ведут во время спокойной смены. Ведомый любопытством, он взял телефон и выглянул за дверь. Две женщины в белой форме медсестер стояли вместе и разговаривали, но у них не было голов. Разговор продолжался, смех разносился эхом.
Их тела находились в обычных позах, а руки жестикулировали, как это делают люди при разговоре. Он не издал ни звука, отступил обратно в палату и оставался там до утра. Когда он поделился этими кадрами в сети, реакция зрителей резко разделилась. Одни верили, что он запечатлел призраков медсестер, умерших в этом здании, которые продолжают нести свою смену в каком-то другом измерении. Другие предполагали, что у него возникли галлюцинации из-за лекарств или стресса. Скептики настаивали, что это должно быть розыгрыш в костюмах. Но именно обыденный характер этой встречи и то, как фигуры вели себя, будто их реальность абсолютно нормальна, пугает зрителей больше всего. Синие хранители. Это видео появилось в социальных сетях 31 августа 2025 года. Пожилой турист утверждал, что столкнулся с таинственными синими светящимися существами в глухой чаще леса. Он назвал их «синими хранителями». На кадрах видны гуманоидные фигуры, стоящие в кромешной тьме. Их тела излучают мягкий синий свет, похожий на светящиеся лампочки в форме людей. Они не двигаются, они просто стоят среди деревьев и наблюдают. Очевидец также предупредил о высоких теневых фигурах, скрывающихся рядом со светящимися существами и наблюдающих за наблюдателями. Он верил, что светящиеся фигуры были защитниками, тогда как тени — хищниками. Подобные встречи обычно происходят в лиминальных пространствах — лесах, проселочных дорогах, заброшенных зданиях, местах, где граница между цивилизацией и дикой природой кажется едва различимой. Были ли эти огни биолюминесцентными организмами, бликами на линзах или настоящими сущностями? Свидетель был твердо убежден, что столкнулся с чем-то древним и разумным. Серый пришелец на кукурузном поле. В 2022 году фермер заявил, что столкнулся с пришельцем на своем кукурузном поле. Несколько ночей подряд он слышал странные звуки среди стеблей. Тихое щелканье, шорох чего-то, что двигалось слишком целенаправленно, чтобы быть ветром. В одну из ночей он взял телефон и пошел проверить, в чем дело. То, что он заснял, повергло его в трепет. Маленькое существо темного окраса с узкими глазами и телом ниже взрослого человека. Оно стояло между рядами кукурузы совершенно неподвижно. Заметив, что его снимают, существо повернулось и ушло вглубь поля. Он больше никогда не говорил об этом публично. Никаких продолжений истории зафиксировано не было, другие свидетели не объявлялись. Эта история остается одной из главных незавершенных встреч за последнее десятилетие. Делился ли он подробностями со своей семьей наедине? Возвращалось ли существо? Или он просто решил, что шумиха вокруг этого не стоит потраченных сил? Мы можем никогда не узнать. Оставляйте комментарии и пишите, какой из этих 20 случаев потряс вас больше всего. Если вы хотите больше подробных разборов самых странных кадров в истории, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видео. А если вы достаточно храбры, посмотрите следующее видео, которое сейчас появилось на экране, где я анализирую самые необъяснимые встречи, зафиксированные больничными камерами. До встречи!